Это третий мужчина, который бросает меня. Вот так, ничего не сказав, не поговорив. Да черт возьми, мы вечером занимались любовью и утром планировали отпуск. А вечером вернулась с работы ни его, ни вещей. Даже щетку свою забрал. Все забрал. Меня оставил. У меня даже слез не было. Пустота и недоумение. Телефон заблокирован. В соцсетях я в черном списке. Что произошло? Где я провинилась? Когда меня бросил Виталий, мой первый мужчина, я как дура караулила его с работы, сторожила у подъезда, писала ему письма с просьбой объяснить, что произошло. Он сказал, что я буду счастлива, но не с ним. Больше я ничего не смогла добиться. Я очень его любила. Любила настолько, что, поправ все свои моральные устои, отдалась ему до свадьбы. Я сирота, воспитанник детского дома. Вопреки разным слухам, детдомовские девушки не все гулящие. Многие, наоборот, долго не решаются вступить в отношения. Я из таких. Мы год наслаждались счастьем, копили на свадьбу и на шикарный медовый месяц. Благо, жить нам было где. Однокомнатную квартиру я получила от государства, пока однажды я не осталась одна в квартире. Виталик словно испарился. Не вынеся моих преследований, он в конце концов уехал из города. Я выплакала все глаза. Мое сердце раскрошилось, словно засохшая булочка, и глупые голуби клевали его, причиняя невыносимую боль. «Не может мужик просто так уйти», — говорили подруги. «Значит, накосячила где-то», — сознанием дела констатировали их мужья. «Если накосячила, то должна же хоть я догадываться об этом. Где? Все было замечательно». «Нашел, небось, какую вертихвостку», — сказала как-то тетя Таня, уборщица в офисе. «А ты голову ломаешь. Плюнь да раза три, значит, не твой мужик». Но я больше года не могла успокоиться, пока не встретила Игната. Сердце ёкнуло и затрепетало. Давно забытые ощущения. В душе роились опасения. Поэтому я держала Игната в френд-зоне, пока он не сделал мне предложение. Свадьба, медовый месяц на Бали. Я самая счастливая невеста. Игнат на крыльях любви. А через 3 месяца муж уехал на свою родину и больше не вернулся. Развод оформил через адвоката. У меня не было даже возможности поговорить с мужем лично. И вот теперь Сергей. Признаюсь, я впала в такую депрессию, что даже думала уснуть навсегда. Кто побывал в такой ситуации, меня поймет. Я не ходила на работу, я не ела и заставляла встать себя с кровати только по нужде, которая через пару дней и не возникала больше. Я просто тихо угасала. Из этого состояния меня вывел противный звук, словно кто-то скреб дверь. Сережа вернулся. Откуда силы взялись? Подлетела к двери, попутно успев взглянуть на себя в зеркало. Ужаснулась, но все же распахнула ворота своему счастью. Но счастья за дверью не оказалось. Пусто. Никого. Глюки. Горько усмехнулась я. Приехали. Станция конечная. И вдруг захотелось чаю. Горячего, крепкого, сладкого. И ноги затряслись от слабости. К горлу тошнота подкатила. Еле дошла до кухни и приготовила чай. После второго обжигающего глотка по телу разлилось давно забытое тепло и отчаянно захотелось жить. Но тело настолько обессилило, что отказывалось слушаться. Неделю я по капле вливала в него жизненные силы. Благо в холодильнике были запасы продуктов. К выходным я смогла выбраться из квартиры, захватив с собой мусорный пакет. Около мусоропровода к моим ногам выкатилось облезлое чудище, которое тявкнуло и с надеждой уставилось на мой пакет. «Прости, малыш, но, боюсь, у меня для тебя там ничего не найдется».
Но если ты подождешь, то я куплю тебе сосиску и молока». Чудище моргнуло и укатилось за мусоропровод. Я заглянула туда. Картонка и 2 железные миски. Кто-то подкармливал щенка. Правда, сейчас миски были девственно пусты. В магазине, повинуясь порыву, я взяла упаковку собачьего корма и ошейник от блох. Когда вернулась, то чудище, мысленно я его уже так окрестила, на месте не оказалось. Исчезла и картонка с мисками. «Эй, ты где?» Тишина. «Выкинула я его», — раздался голос сверху. «Одна грязь и зараза». Я молча спустилась вниз и обошла все окрестности, разыскивая мальца. Не нашла. Опять на сердце поселилась тяжесть. Вернулась домой. Аппетит, который разгорелся в магазине, пропал. Включила телевизор и принялась тупо щелкать каналы. Посторонний звук. В дверь скреблись. Теперь я точно знала, что это не Сергей. Но такого счастья я не испытывала даже в день свадьбы. Чудище тявкнуло и вкатилось в квартиру. «Стало быть, ты меня спас», — приговаривала я, намыливая щенка. Помытое чудище оказалось взрослой собакой, просто маленькой, зато беременной. А ветеринар сказал, что это шпиц, породистая собака, и, скорее всего, хозяин ищет ее. Никаких опознавательных татушек, чтобы узнать заводчика, на ней не было. Тогда я нафотографировала чудо, теперь я звала ее так, и она откликалась, и развесила объявление. Поиск в интернете тоже ничего не дал, хотя и облазила я все питомники и форумы шпицов. Так чудо стало моим. Щенят я раздала, кроме одного. Уж больно он к мамке жался и ко мне. Жизнь заискрилась новыми красками, но в душе все равно за 7 печатями хранилось непонимание и обида. И я решила от этого избавиться. План созрел сам собой. Я составила официальные письма от имени нотариуса. Сейчас можно подделать все. И отправила их своим бывшим. В связи с тем, что я сирота, я завещала все свое добро. Кто же не клюнет на наследство? Я слишком их хорошо знала. И вот в назначенный час они сидят в офисе, арендованного для такого случая, и ждут адвоката. И тут зашла я. Кабинет заботливо заперла, чтобы не сбежали. «Я не выпущу вас, пока вы не объясните, почему оставили меня». Без приветствия отчеканила я и уселась во главу стола. Начнем с Сергея. Наверное, сыграл момент неожиданности, а может еще что, но они вдруг заговорили. Сначала Сергей, а потом они начали перебивать друг друга, поддакивая. Я сначала пребывала в тихом шоке, потому что картинка нарисовалась такая глупая в своей нелепости, что я только и смогла выдохнуть. «Из-за этого вы бросили меня?» «Я не мог больше этого выносить», — слишком эмоционально воскликнул Игнат. «Ты поставь себя на мое место». Дело в следующем. Оказывается, я по ночам постоянно повторяла одно имя. Мужское. Не их имя. Повторяла его так, словно я занималась любовью во сне. Именно так они выразились. Некий Захар. Самое интересное, что у меня вообще не было даже знакомых с таким именем. И, естественно, я ни с кем никому не изменяла. Глупость какая. «А поговорить со мной?» Я обвела взглядом всех троих. «Я спрашивал тебя, кто такой Захар?» Пожал плечами Виталий. «Ты только смеялась». Абсурдная ситуация, не правда ли? Я во сне что-то там говорю, и меня к чему-то там ревнуют, приписывают мне измены и бросают меня. «Я даже детектива нанял, чтобы уличить ее», — хохотнул Игнат. Его эта ситуация забавляла. Он довольно быстро после того, как сбежал от меня, нашел себе утешение. И это утешение уже родило ему 2 дочерей. Ага,
Я все тоже думал, застукаю, поддерживал Игната Сергей. Он до сих пор холостяковал, меняя женщин. А вот Виталик заметно нервничал. Он кусал губу, сжимал кулаки, словно заново переживал произошедшее. За него мне было обиднее всего. Это был первый мой мужчина, и я думала, что он будет единственным. «Может, выпустишь нас? Или есть еще вопросы?» Игнат встал и с хрустом размял кости. «Валите!» – буркнула я, кинув ключи на стол. Силы оставили меня. Никаких ответов, только еще больше вопросов. И злость на бывших, что они своим тупизмом чуть не угробили меня. Какого лешего они молчали? А как бы повела я себя в такой ситуации? Мой мужчина по ночам зовет другую. Бред. Нервничала бы, конечно, возможно, подозревала бы. Не знаю, ничего не знаю. Знаю только одно. Это не повод вот так уходить. Дома чудо с чуденышем с восторгом накинулись на елку, которую я притащила. Новый год через неделю, а я даже дом не украсила. К черту бывших. Начну жизнь с чистого листа. Свербит, конечно. Недоумение не покидает. Интересно, а сейчас во сне я зову неведомого Захара? Сходить к гипнотизеру? Бамс! Один шарик слетел с колючей ветки. «Этак ты все переколотишь», — сказала я чуденышу и посмотрела, как оградить елку от хулиганистых выходок щенка. Решила водрузить ее на стол. Осторожно приподняла украшенную елку и двинулась к столу. Естественно, именно в такой момент зазвонил телефон. «Отвалите все!» — пропела я. «Потом перезвоню». Запнулась за тапки, чуть не упала. Телефон все разрывался. Чуденыш путался под ногами, пытаясь стянуть еще шарик. Веселуха. Потом, когда елка была в безопасности, я решила бахнуть коньячку за начало новой жизни. Я, которая совсем не пьет, а коньяк держит на случай гостей, которых у меня не бывает. Диссонанс. Захмелела, задремала. Снова телефон. «Здравствуйте. Я по объявлению. Извините за поздний звонок, но вы не отвечали». «По какому объявлению?» «Ксюша. У вас моя Ксюша. Собачка. Маленькая. Можно я приеду? Посмотрю. Я уже и не чаял ее найти». Он что-то еще говорил, а у меня сердце так бабахкало, что я ничего не слышала. «Отдать чудо? Ни за что. Как я без нее?» И, словно откликнувшись на мои мысли, нарисовался чуденыш и куснул меня за пятку. Мол, ты чего? Я же с тобой останусь. Хозяин чуда приехал через час. Дохнул на нас морозом и счастьем. Я стыдливо молчала, пряча аромат алкоголя. «Ксения!» Бухнулся он на колени и уткнулся носом в пушистую шерстку. «Дурында! Чучело! Чудовище!» — шептал он. «Спасибо! Спасибо вам!» Он поднялся с колен, прижимая к себе мою чуду, и взглянул полными слез глазами. 8 месяцев! Думал, она уже... Никогда! «Щенка не отдам!» — испугалась я. Честно говоря, я вообще не хотела о нем говорить и трусливо заперла его в ванной, откуда сейчас доносилось жалобное повизгивание. «Какого щенка?» — округлил глаза мужчина. «Нагуляла?» — сурово взглянул он на чудо. Та скромно потупила глазки. «Женщина, елки-палки!» «Да, конечно, можете оставить!» — улыбнулся мужчина. «Только...» Я уже мысленно прикинула, сколько у меня есть денег. «Только можно я на него посмотрю? Интересно просто!» Смущенно улыбнулся он. «Ксюша девочка была, вроде как внуки. О!» — вырвалось у меня вместе с парами коньяка. «Больной придурок, не иначе!» «Так можно?» Он слегка поморщился от моего выхлопа и добавил.
В любом случае, я вам должен как-то компенсировать Ксюшино содержание и... Совсем сбрендели? Поморщилась уже я только от его слов и совсем неожиданно для себя предложила. Не хотите стопочку? И в свое оправдание добавила: Новый год на носу, и почувствовала себя алкоголичкой. А почему бы и нет? Улыбнулся хозяин моего чуда и принялся снимать ботинки. Дальше было все как-то совсем по-деловому. Мы прошли на кухню. Он, не спуская чуду с рук, сел за стол. Я быстро порезала лимон и сыр, поставила рюмки и половинку бутылки коньяка. При этом как-то неловко оправдывалась, что у меня стрессовая ситуация, а он деловито кивнул, мол, бывает. А потом мы молча выпили и схватились за одну дольку лимона. «Захар», — вдруг представился он,